Привет! Совсем недавно мне случилось наткнуться на одну очень любопытную публикацию на иностранном для меня сайте. Автор статьи раскритиковал многих представителей Османской династии, называя их откровенными выродками, не имеющими ничего общего с благочестивыми турками. Причиной тому, по его мнению, стал тот факт, что изначально, когда Османская империя только зарождалась, добропорядочные агузы из тюркских племен, которые, к слову сказать, вели кочевой образ жизни, не только проповедовали ислам, но и свято соблюдали заповеди Аллаха. Они совершали мусульманские браки, выбирая в жены себе подобных покровей. А вот когда османские султаны стали рьяно пропагандировать гарем и решили больше не жениться на мусульманских женщинах, то в кровь династии закачали непонятно какую наследственность. Тем самым к моменту развала империи от турок в султанах осталось лишь жалких 0,2%. Все остальное – дурная кровь. Меня данная информация очень заинтересовала, и я постаралась ответить на важный вопрос. Мог ли тот факт, что султаны рождались от наложниц из разных стран и неясно с какой наследственностью, оказать влияние на развал Османской империи? Давайте поймем. Во времена основания Османского государства султаны совершали исключительно политические браки. Они брали в жены девушек голубых кровей, дочерей царствующих византийских особ, сербских и болгарских королей. Чуть позднее женами султана становились принцессы анатолийских туркменских династий. Основная цель таких браков – сохранение и укрепление позиций Османского государства в борьбе за целостность территорий и расширение земель. Однако султан Фатих Мехмед все изменил. Он создал гарем, в который брали исключительно наложниц другой веры. Так гарем в Османской империи стал многонациональным, а матерями наследников престола становились сплошь иностранки, чаще христианской веры. О происхождении матери самого Фатиха Мехмеда, которую звали Хюма Хатун, мало что известно. Немецкий историк-востоковед, специализировавшийся на истории Османской империи, Франц Бабингер пишет, что Хюма Хатун не была турчанкой знатного происхождения и, скорее всего, была рабыней, иноземной наложницей, христианкой, так как никаких записей о ней в истории нет. Вероятно, тот факт, что мать самого завоевателя была иностранкой, и вдохновил Фатиха на создание именно такого вида гарема. После чего пошла волна рождения наследников османского трона от чужестранок, не мусульманок. К слову сказать, считается, что в крови султана Сулеймана было всего 24% от турка. Остальное же – кровь наложниц разного происхождения, но только не турецкой. Все последующие султаны не были похожи на своих предков. Особенно сильно это выражалось в их привычках и образе жизни. Автор той самой статьи, с которой я начала свое повествование, пишет о том, что султаны Османской империи, и таких было немало, женщинам предпочитали мужские гаремы, пили вино и даже употребляли опиум. Все это, как мы понимаем, абсолютно невозможно представить в исламе. А вот среди монархов-христиан такое часто было обыденным делом. Востоковед, ученый-педагог Агатангел Крымский выпустил работу «Двухтомник. История Турции и ее литературы». Так вот, на страницах этих трудов Крымский, описывая отца кануни Селима Грозного, называет его гомосексуалистом, создавшим гарем из мальчиков, которых непременно кастрировал. В то же время Сулейман ни в чем таком замечен не был, предпочитал наложниц исключительно женского рода и вообще выглядел на фоне своего отца ангелом. Вот такой вот ласковый ягненок Сулейман попал в плотно сплетенные сети рыжей лисы, дочери папа Анастасии Лисовской. Однако, как известно, она была очень образована, чем и взяла в оборот сына Явуза Селима. Хюррем была однозначно ведьмой, утверждали все, начиная от простого народа и заканчивая европейскими послами, которые в шоке писали свои отчеты, так и не поняв, почему она имела такое влияние на султана, который даже умудрился распустить свой гарем из красавиц Черкешина. Опустим отношения Хюррем и Сулеймана. Об этом мы уже не раз говорили и будем еще говорить. А посмотрим на потомство Роксоланы. Такое ли уж оно было неправильное и нездоровое с точки зрения чистокровных мусульман? Селим II, сын Сулеймана и Хюррем, в народе носил прозвище «пьяница». Ходит множество разных версий о том, пил Селим вино или не пил. Мы там не были,
чтобы однозначно утверждать. Но вот что пишет о Селиме известный турецкий историк доктор Экрем Бугра Экинчи. В истории часто приписывают Селиму любовь к вину, но тому нет никаких достоверных исторических подтверждений. Я не могу согласиться с тем, что Селим был какой-то неправильный, или с тем, что Роксолана занесла в свое потомство пьющий ген. Хотя, конечно, в истории человечества алкоголю уделяется особое место. Его употребление характеризовало культуру и религию народов из разных стран. В средневековые времена Европа пила пиво каждый день. Причем это делали люди всех сословий и возрастов. В архивах того времени есть документы, которые подтверждают, что монахини получали жалование, которое измерялось в размере 6 пинт пива на каждый день. Христианские взгляды на алкоголь разнообразны. В древние времена церковь на протяжении 1800 лет поддерживала употребление алкоголя в качестве общей части повседневной жизни. Как утверждает история, отцом Хюррем был православный священник, а в те времена считалось, что вино – это Божий дар, который делает жизнь радостной. Прошу заметить, что в данном случае я лишь привожу исторические сведения, а не выражаю свою точку зрения. Но во время своего недолгого правления Селим построил мечеть Селимия Видерне, которая считается шедевром турецкого и мирового искусства. Он укрепил мечеть Святой Софии подпорными стенами, чтобы она дошла до наших дней, а также добавил 2 минарета и построил рядом с ней 2 медресе. Помимо этого, к числу других важных достоинств относится ремонт водных путей. Смог бы все это и не только сделать заядлый алкоголик, который управлению государством предпочитал женщин и вино? Уверена, что нет. Последующие потомки Хюррем-Султан также не были какими-то из ряда вон неправильными. Они, как и все люди, были разными – добрыми и злыми, жестокими и мягкотелыми, но не алкоголиками. Сказать что-то о том, что Османскую империю сгубил тот факт, что в жилах султанов текла по большей части не мусульманская кровь, и это явилось причиной краха Османской империи, я не могу. Скорее я соглашусь с тем, что немалую лепту в разрушение государства внесли женщины, которые влезали в дела империи с одним лишь умыслом – получить власть любой ценой. А ваше мнение? Поделитесь им в комментариях. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и посещайте вкладку «Сообщество», чтобы еще больше узнавать про Османскую империю.